Представьте, вы стоите на белоснежном пляже, вокруг бирюзовое море, а в воздухе витает запах тропических фруктов. Это Ланкави, остров, который не просто утопает в зелени и солнце, а заставляет почувствовать себя частью живой природы, где каждое мгновение насыщено гармонией и покоем. В этом обзоре вы увидите не просто туристические точки, которые стоит посетить. Я также поделюсь полезной и практичной информацией об этом острове, как добраться, сколько это стоит, на чем удобнее и дешевле передвигаться по острову, что посмотреть и где выгоднее приобрести билеты, посещая главные достопримечательности. А также честно расскажу о моментах, которые упускают в рекламных буклетах и туристических гидах. Начнем с основной информации об острове. В Малайзии насчитывается более 800 островов, множество из которых расположены вдоль побережья. Столицей Ланкави является небольшой городок Куах. Это главный порт и оживленный деловой центр региона. Остров Ланкави можно перевести с малайского как орел и мрамор. Именно поэтому символом Ланкави является орел. Население Ланкави составляет около 100 тысяч человек. Основная часть это малайцы, также проживают китайцы и индийцы. Язык также малайский, но многие местные знают китайский, а те, кто задействован в сфере туризма, еще и английский. В 1980-х годах остров был объявлен местом беспошлинной торговли, что привело к экономическому росту и процветанию Ланкави. Ланкави славится своими пляжами с мягким белым песком и чистым морем. Пляжи здесь очень чистые и уютные, есть оживленные, есть более уединенные. Подробнее о пляжах я расскажу далее. Климат Ланкави тропический, экваториальный, с жаркой и влажной погодой круглый год. Ланкави отлично подходит для семейного отдыха, если вы хотите расслабленный и безопасный отпуск. Преступность здесь низкая. Дорожное движение на Ланкави, как и во всей Малайзии, левостороннее. Движение спокойное, пробок почти нет, дороги хорошие. Общественного транспорта на острове нет. Удобно пользоваться услугами такси, арендовать скутер, велосипед или машину. Официальная религия на острове, как и во всей Малайзии, ислам. При посещении религиозных мест нужно соблюдать дресс-код. Это прикрытые плечи и колени, у женщин должна быть покрыта голова. Немного краткой истории Ланкави. Ланкави был заселен еще с древних времен, примерно с 5-6 века. Местные занимались рыбной ловлей, сельским хозяйством и морской торговлей. Ключевой момент в истории острова – это легенда о молодой женщине по имени Махсури, которую несправедливо казнили, и она прокляла остров на 7 поколений пребывать в бедности и запустении, в которых впоследствии Ланкави находился долгие годы. В 1980-х годах премьер-министр страны Махатхир Мохаммад решил превратить Ланкави в крупный туристический курорт. Начались инвестиции в инфраструктуру, и на Ланкави ввели статус зоны беспошлинной торговли, зона duty free. Сегодня Ланкави – это один из самых популярных курортов Малайзии, известный своими пляжами, спокойной атмосферой и уникальной природой. Как же добраться до Ланкави? Остров Ланкави – это архипелаг, расположенный в Андаманском море на северо-западе Малайзии, примерно в 30 километрах от ее материковой части. Поэтому добраться до Ланкави можно двумя способами. Первый – это паромное сообщение. Паромы часто курсируют, и это один из самых бюджетных способов добраться до Ланкави, если вы находитесь в Малайзии. Для нас более привлекательным с точки зрения удобства был второй способ – по воздуху. На острове есть аэропорт, принимающий рейсы из Куала-Лумпура, это самый популярный маршрут, продолжительность перелета составляет менее часа. Сингапура, перелет менее 2 часов, Бангкока и других крупных городов. Мы прилетели на Ланкави из Сингапура, билеты туда-обратно вместе с багажом нам обошлись 120 евро на человека. Что же касается перемещений по самому острову, в основном все местные жители передвигаются на мопедах и мотоциклах. Туристы также могут их арендовать, общественного транспорта, как я уже упоминала, на острове нет. Мы везде передвигались либо пешком, либо заказывали такси. Для вызова такси используйте аппликацию Grab. Это азиатская версия Uber, заказ по аппликации будет самым выгодным. Можно, конечно, поймать такси на улице, тогда оплата будет по счету. В Малайзии цены на такси очень демократичные, машины нормальные, приезжают достаточно быстро. Итак, какой же гардероб брать с собой, какая погода ожидает туристов на Ланкави? Остров Ланкави находится достаточно близко к экватору. Здесь тропический климат с высокими температурами и высокой влажностью круглый год. Средняя температура воздуха от 25 до 32 градусов. На Ланкави есть только два сезона. Первый – это сухой сезон, длится с ноября по март. В это время очень мало дождей и практически ежедневно солнечная погода. И второй – это сезон дождей с апреля по ноябрь, когда выпадает наибольшее количество осадков. В целом погода для отдыха здесь благоприятна круглый год. Колебания температуры воздуха минимальны. Но если есть возможность выбора, лучше, конечно, ехать в сухой сезон. В эти месяцы дожди бывают крайне редко, и погода идеальна как для отдыха, так и для прогулок по острову. Температура воды в море тоже делает Ланкави отличным местом для пляжного отдыха. Средняя годовая температура воды в море составляет 29 градусов. Мы отдыхали на Ланкави в январе, и море было около 28 градусов. Идеально.
Поговорим немного о кухне этого острова. Кухня Лангкави, как и в целом Малайзии, сформировалась под воздействием малайской, китайской, индийской и тайской кухонь. Местные блюда отличаются большим количеством специй и пряностей. Итак, самым популярным блюдом местной кухни является наси лемак. Это рис, сваренный в кокосовом молоке, может подаваться с жареными анчоусами, вареным яйцом, арахисом, огурцом и соусом чили. Жареный рис с курицей или морепродуктами будет называться наси горен. Также везде можно найти роти чинай. Это индийские лепешки, обычно подаются с карри. Повсеместно предлагается сатей. Это маленькие шашлычки из курицы, говядины или баранины, подают их обычно с ореховым соусом. Из супов самым популярным является тайский суп том-ям с креветками или курицей. Популярный как в Малайзии, так и в Индонезии суп лакса или лакша. Он вкусный, но очень острый. Что примечательно, что даже всем известный ресторан быстрого питания на Лангкави отличается от ресторанов сети в других странах. Здесь Макдональдс адаптирован под местные вкусы и культурные традиции, и в меню вы найдете уникальные позиции вышеперечисленных мною традиционных малайских блюд. Но и классическое предложение здесь тоже представлено. Основное, что нужно помнить про местную кухню, практически все блюда будут очень острыми. Также содержат много масла и сахара. Лучше попросить сразу no chili, not spicy, тогда есть шанс, что вы сможете это есть. Если говорить про напитки, то главным национальным продуктом является чай техтари. Его подают повсюду. Это черный чай с большим количеством сгущенного молока. Имейте в виду, что он очень сладкий. Также и кофе во многих местах по умолчанию подается на 1/3 со сгущенным молоком. Очень приторно. Вам наверняка будет интересно попробовать местные уличные еды. Но считайте с тем, что такого разнообразия стритфуда, как, например, в Таиланде, здесь нет. Где же знакомиться с местным стритфудом? Добро пожаловать на ночной рынок. Ночные рынки Лангкави не назову это гастрономическим раем, но это те места, где можно дешево и вкусно продегустировать малайскую кухню. По факту это один рынок, который гастролирует по всему острову. На острове есть 7 площадок, и каждому дню недели соответствует свое определенное место на острове. Часы работы у такого рынка вечерние, приходить нужно после 18-19 часов вечера, не ранее. Сворачиваться большинство продавцов начинает после 22:00. Так мы посетили этот рынок в районе пляжа Чинан, и в данной локации он проходил в четверг. Итак, что вы увидите, прибыв на место? Множество палаток с разнообразной едой: рис, курица, свежая рыба, блинчики, шашлыки, салаты, морепродукты, различные снеки, фрукты, свежевыжатые соки и сладости. Также есть несколько палаток с сувенирами, одеждой и детскими игрушками. Цены здесь точно порадуют. В целом сходить стоит, достаточно необычно. Это не туристический объект, будет много местных, сможете продегустировать малайскую кухню, названия блюд которых, скорее всего, позже будете гуглить, и окунуться в атмосферу местной жизни. Так вот, плавно мы переходим от хлеба к зрелищам, ведь именно в этом кроется вся магия острова. Никаких выдающихся исторических или культурных достопримечательностей на Лангкави нет, но зато здесь много природных достопримечательностей и красот, так что на острове есть на что посмотреть и чем заняться. Небесный мост и ведущая к нему канатная дорога – это одна из самых зрелищных достопримечательностей на Лангкави, и это обязательный пункт маршрута для гостей острова. Здесь вас ждут захватывающие виды, ощущения полета в облаках, вы буквально прикоснетесь к ним. Канатная дорога начинается в деревне Oriental Village у подножия горы. Продолжительность подъема около 20 минут. Есть несколько типов кабинок. Стандартные для 6 человек, есть с прозрачным полом и панорамным обзором. Кабинки поднимаются почти вертикально по склону горы, когда смотришь вниз, захватывает дух. Виды открываются фантастические. Зеленые джунгли, синие бухты, соседние острова. В ясную погоду можно даже увидеть побережье Таиланда. По маршруту канатной дороги расположены 2 смотровые площадки с потрясающими видами на остров. Первая — это Middle Station, можно выйти прогуляться по смотровой площадке и сделать фото, и Top Station с обзорной платформой и выходом к Небесному мосту. Небесный мост — это изогнутый подвесной мост длиной 125 метров, расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря. Он соединяет 2 вершины горы Мат-Чинчан. С моста открываются безумно красивые панорамные виды на остров, Андаманское море, горы и леса. Из практических советов: советую приезжать в будние дни и утром, так вы сможете избежать больших очередей. Лучше посещать это место в ясную погоду, имейте в виду, что на такой высоте будет прохладнее, чем внизу. Водопад 7 колодцев Телага-Туджу – это одна из самых популярных природных достопримечательностей на острове Лангкави. Это живописное место находится в районе Пантай-Ко. К водопаду ведет лестница из более 600 ступеней, преодоление которой занимает около 20-30 минут. На пути к вершине есть смотровые площадки с видами на водопад и окрестности. Водопад состоит из 7 каскадов, образующих 7 естественных бассейнов. Верхние бассейны находятся на высоте около 480 метров над уровнем моря. Отправляясь к водопаду, обязательно берите с собой полотенце
полотенца и купальники. В этих бассейнах можно купаться, вода в них очень теплая. Согласно местным преданиям, эти бассейны являются местом купания фей с мистическими целебными свойствами. Водопад наиболее красив в сезон дождей с сентября по ноябрь, когда водоем полон воды. В сухой сезон с декабря по март водопад может быть менее впечатляющим. Мы были как раз в сухой сезон, как я говорила, в январе. Вода была и в водопаде, и в бассейнах. Очень рекомендую взять с собой питьевую воду и защиту от солнца. На территории нет ни кафе, ни магазинов. Также будьте осторожны с местными обезьянами и не оставляйте без присмотра свои вещи. Они здесь повсюду, разные, и если всматриваться в кусты и деревья, то вы их обязательно увидите. Водопад доступен для посещения в любое время дня, и это абсолютно бесплатно. Водопад и бассейны окружают мангровые джунгли, которые придают этому месту таинственность. Если вы любите хайкинг или долгие пешие прогулки, то у вас есть просто уникальная возможность погулять по мангровым джунглям возле водопада Семи колодцев. Через джунгли проложены специальные тропы, позволяющие изучать мангровые экосистемы и наблюдать за местной флорой и фауной. Это прямо такой челлендж, особенно в жаркую погоду. Подъем занимает около 2-3 часов, заблудиться сложно, периодически будут встречаться указатели с направлением, куда идти дальше. Туристов в джунглях немного, чем вы выше подниметесь, тем вероятность встретить туристов будет меньше. Мы поднялись на самый верх, и пару таких же безумных туристов мы все же встретили. При встрече вас, скорее всего, поприветствуют, так как немного таких экстремалов, кто в такую жару решился на такой непростой подъем. Но удовлетворение, когда вы достигнете верхней точки, вам точно обеспечено. Главное правильно рассчитать свои силы, имейте в виду, что будет очень жарко, берите с собой достаточное количество воды, обязательно выбирайте удобную закрытую обувь и репелленты от насекомых. Спуск вниз пройдет гораздо быстрее, окунуться в бассейнах после спуска будет особенно приятным. Раз уж мы коснулись темы активного отдыха, на Ланкаве есть отличный парк развлечений Skytrax, предлагающий веревочные трассы и зиплайны, проходящие среди тропических джунглей. Skytrax предлагает 3 уровня сложности, от начального до продвинутого, когда нужно уже будет преодолевать препятствия посложнее. Испытания чередуются захватывающими полетами на зиплайне на высоте макушек деревьев. Билеты можно купить на месте, о других опциях приобретения билетов я еще расскажу. На месте вам выдадут все необходимое снаряжение и перчатки. Обязательно вначале проведут инструктаж. Из важного, здесь просто необходимо иметь удобную спортивную обувь. Сланцы или шлепки не подойдут. Дети младше 12 лет должны быть в сопровождении взрослого. Людям, чей вес превышает 100 кг, посещение будет недоступно. Время прохождения трассы около 2 часов в зависимости от выбранной сложности. Рекомендую всем, эмоций будет много, это очень классное развлечение как для взрослых, так и для детей. Конечно, в первую очередь остров Ланкави популярен благодаря своим белоснежным песчаным пляжам. На острове насчитывается около 20 пляжей, включая как крупные, так и уединенные участки побережья. Каждый из них по-своему уникален. Самый популярный пляж Ланкави – Пантай Чинан. Он представляет собой широкую береговую линию с чистейшим мелким песком, красивой растительностью вдоль пляжа и живописными видами. Вода здесь спокойная и чистая. И несмотря на свою популярность, пляж не забит туристами. Атмосфера спокойного отдыха здесь сохраняется. Многие отели, расположенные здесь, имеют свой выход к пляжу. Можно арендовать шезлонги и зонты. Именно здесь сосредоточены основные развлечения Ланкави: кафе, рестораны, магазины, пункты проката оборудования для водных видов спорта. Можно покататься на водных мотоциклах, гироскутерах или заняться парасейлингом и полетать на парашюте. Очень удобный пляж как для отдыха, так и для развлечений. Следующий по популярности идет пляж Пантай Тена. Он находится рядом с пляжем Чинан, но спокойнее, тише, людей меньше и атмосфера расслабленнее. Является более романтичным. Пляжная полоса здесь тоже широкая, здесь находится несколько хороших отелей и ресторанчиков. Невероятно живописное место пляж Танжун-Кру, людей мало, так что уединение и романтика вам обеспечены. Если хотите, чтобы было еще меньше людей, можно поехать на пляж Пассир-Тенкора. Это очень красивый пляж, окруженный джунглями. Берите во внимание, что это дикий пляж, внимательно следите за своими вещами, обитающие здесь обезьяны интересуются вещами туристов и любят воровать еду и напитки. Когда цель визита на остров Ланкави состоит в том, чтобы позагорать и покупаться, то важно помнить, что на острове обитают медузы. Вот так они выглядят. Если всматриваться в воду, то их можно увидеть. Они являются сезонным явлением, особенно заметным с ноября по февраль. В этот период на некоторых пляжах можно встретить различные виды медуз. В основном это мелкие медузы, вызывающие легкое жжение, ощущение как от крапивы или укуса комара. Именно такие кусали нас, так как мы были на Ланкаве как раз в январе. Но в редких случаях могут быть и более опасные виды, вызывающие сильные ожоги. В основном отели предупреждают посетителей о наличии медуз, так что в момент заселения имеет смысл поинтересоваться на ресепшн отеля о текущей ситуации с медузами в море.
Раз уж мы заговорили об отелях, туризм на Ланкаве активно развивается, и здесь есть широкий выбор отелей на любой вкус и бюджет. Большинство отелей сосредоточено на оживленном пляже Пантай-Чинан и рядом на более спокойном пляже Пантай-Тенах. Есть роскошные отели, предлагающие высокий уровень сервиса, живописные виды, бассейны, частные пляжи, спа-центры, рестораны высокого класса и так далее. На острове имеется пара бутик-отелей и эко-отелей, расположенных в джунглях или на ферме. Есть отели среднего ценового сегмента. У них также будут и хорошие завтраки, и удобное расположение рядом с пляжем. Есть выборы среди бюджетных отелей. Поэтому здесь все зависит от ваших предпочтений и вашего кошелька. Мы проживали в отеле, который посоветовали нам, исходя из личного опыта, друзья-малазийцы из Куала-Лумпура, которые регулярно отдыхают на Ланкаве. Если будет интересно, я могу сделать отдельное видео-обзор гостиницы, где мы останавливались, и там уже подробнее рассказать и поделиться необходимой информацией. Пишите в комментариях, если вам это будет интересно. Если перед путешествием на Ланкаве вы будете искать информацию об острове, то во многих источниках будет указано, что здесь везде зона duty free. Да, действительно, Ланкаве – это официальная зона беспошлинной торговли, что делает остров привлекательным для шопинга. Зона беспошлинной торговли duty free zone на Ланкаве охватывает весь остров. Что это значит для туриста? Товары дешевле, чем в других частях Малайзии. Нет необходимости проходить специальную таможенную зону. Вы можете покупать duty free прямо в обычных магазинах и молах на острове. И доступно это для всех, неважно, турист вы или местный житель. В целом, я не могу разделить восторженных отзывов о Duty Free Ланкаве, каких много в интернете. Во-первых, это очень ограниченный выбор по сравнению с тем же Куала-Лумпуром. Ассортимент очень скудный. Каких-то новинок, например, из косметики или одежды, здесь не найти. На мой скромный взгляд, здесь устаревшие коллекции сомнительного качества. И если вы ожидаете увидеть на острове современные молы, нет. Здесь торговые центры выглядят немного по-другому. Интерьер некоторых из них больше напоминает сувенирную лавку или оптовый склад. Если вы все же поставите перед собой цель закупиться на Ланкаве, то имейте в виду, магазины Duty Free разбросаны по всему острову. В городе Куах, в туристических местах и даже на пляжах, например, в Пантай-Чинан. Много магазинчиков Oriental Village. Некоторые магазины, зная, что туристы цены не сравнивают, прилично накручивают цену. Иногда разница на один и тот же товар была очень существенной. Перед тем, как что-то купить, сравните цены хотя бы в магазинах, расположенных рядом. Что в основном покупают туристы? Это алкоголь, косметика, парфюмерия, сладости, сигареты и одежда. Мы почти всегда в поездке берем отдельный чемодан для покупок нам, родным, на подарки друзьям и знакомым, и, конечно, Малайзия не была исключением. Наш чемодан вернулся с путешествия по традиции полным. Что именно мы привезли, какими покупками остались довольны, а какие бы второй раз покупать не стали, я расскажу в отдельном видео для таких же практичных путешественников, как и мы, и расскажу, что стоит привозить и побольше, а на что не стоит тратить деньги. Ну или если купить это только в качестве эксперимента. Как расплачиваться за покупки на Ланкаве? Принимают ли на острове карты? Да, принимают, но больше жалуют наличный расчет. В гостиницах и супермаркетах карточкой точно расплатиться будет без проблем, но в сувенирных лавках, за такси и на местных рыночках принимают только кэш. Поменять деньги на местную валюту, малазийские рингиты, на острове вы сможете без проблем. Обменников много. Сравнивайте курсы. Если у вас доллары или евро и купюры в хорошем состоянии, можно просить курс лучше. Многие обменники идут на это. В одном из пунктов обмена валюты нам попытались не додать денег, возможно, случайно, поэтому считайте выданные деньги, не отходя от кассы, и тогда ничего доказывать не придется. Завершая тему покупок, вернемся к вопросу, где же выгоднее приобретать билеты на те достопримечательности, которые на острове не бесплатны. Я всегда проверяю стоимость в нескольких местах. Это может быть покупка билетов на кассе. Скорее всего, здесь будут стоить билеты дороже, однако бывают и исключения, когда на месте есть специальные предложения. Вторая опция – это покупка билетов на онлайн-сайте достопримечательности. Здесь иногда предлагаются скидки, например, при раннем бронировании. И третий вариант – это приобретение билетов на платформах для бронирования туров, например, Клуб. Такие платформы часто предлагают более выгодные цены, скидки или комбинированные билеты на несколько достопримечательностей. Также возможны акции и промокоды, однако важно учитывать дополнительные сборы или комиссии, которые могут быть включены в цену на платформу. Мой совет – лучше всего сравнить цены всех вышеперечисленных вариантов и сделать покупку там, где на ваши даты будет самая выгодная цена. Итак, подытожим информацию об этом живописном острове. Ланкаве – один из самых красивых и удивительных островов-курортов Малайзии. Это популярное туристическое направление, которое выбирает несколько миллионов туристов ежегодно, чтобы насладиться его пляжами, водопадами и возможностями активного отдыха. Ланкаве – идеальное место для тех, кто не любит толпы туристов. Здесь есть змеи, как не опасные, так и ядовитые, но обитают они в основном в лесах и джунглях. Если вы собираетесь идти в джунгли, как, например, ходили мы, лучше обуть закрытую обувь. Вблизи от
отелей, пляжей и туристических мест шанс встретиться с ними крайне мал. На Ланкаве обитают также медузы. Высокий риск с ними повстречаться с января по июнь. Здесь водятся разные медузы, но в основном не опасные и слабожалящие виды. Нас, как я уже говорила, кусали, неприятно, но никаких дополнительных мер, кроме выхода из воды, не требовалось. На острове много комаров, берите с собой репелленты. Ну что, друзья, вот и завершился наш обзор. Такой вот он, остров Ланкави. Спасибо этому острову, что встретил нас отличной погодой, удивил своими живописными пляжами и подарил нам массу ярких впечатлений. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Нам будет очень приятно, если вы поделитесь своими впечатлениями в комментариях. А главное, не забудьте подписаться. До встречи в следующем видео, дальше будет только интереснее.